Коротко по положению дел. Намереваюсь сейчас дать в Марсель. В Марселе, не знаю даже. Фотку сделаю на фоне какой-то там достопримечательности и поеду дальше в сторону границы Испании. Не знаю, если какие по пути интересные места увижу, захвачу. А так, в любом случае, уже сейчас надо смотреть место ночевки, где я, куда я заберусь, потому что вдоль побережья найти что-либо подходящее под дикую ночевку не получится. Надо будет где-то в горах вопрос решать. Поэтому посмотрим, что как получится. И докуда я сюда доеду, без понятия. Но желательно было бы за Марсель уже точно доехать. Ближе к границе Испании, чтобы где-то там я бы ночевал. А лучше вообще в Испании. Итак, утро. Палатка свернута, кофе выпит, мотоцикл урчит. День начинается, как и положено. Цель – край света, то есть мыс Рока в Португалии. Но пока что маршрут идет через Марсель, а до него еще надо как-то доползти. Вообще, мои познания в истории мест, куда я приезжаю, можно описать одной фразой. О, красивые фотки в Google Maps, надо заехать. И вот так мой культурный маршрут формируется буквально за секунду. А пока кто-то перед поездкой читает путеводители, я просто вбиваю в поиски достопримечательности рядом и выбираю по самым высоким оценкам. Все, исследование завершено. И сейчас в моем плане стоит амбициозная цель – пересечь Пиренеи от Балиарского моря до Атлантики. Моря я видел, а вот океан – это уже совсем другой уровень. Мечта, которую надо покорить. Просто ехать по автобану – нет, это слишком скучно. Поэтому маршрут идет вдоль Лазурного берега, через все те самые знаменитые курортные места – Канны, Ницца, Антибы, Сан-Тропе. Звучит как рай для любителей красивой жизни, дорогих отелей и коктейлей, с видом на яхты. А для меня, скажем так, эффект вау у меня не сработал. Я пронесся мимо всей этой роскоши с таким же интересом, с каким смотрю на среднестатистический гипермаркет. Ладно, едем дальше в Марсель. Там меня ждет какая-то старая церковь. Какая, без понятия. Но у нее хорошие оценки в Google Maps, а фотки выглядят внушительно. Этого достаточно, чтобы поставить ее в мой маршрут. Добравшись до города, я сразу туда. Как говорится, путешественнику не важно знать историю места, а просто приехать и сказать: прикольно, вроде неплохо. Короче, на меня все так смотрят и думают, что это, кто это. Один старик подошел ко мне, я спрашиваю: вообще, кто такой, говорит. Почему ты так одет, почему, что это за камера, вообще так удивленно смотрит, я это вещи кручу, короче, там с этой длинной палкой иду, короче, шалеваю. А у меня обувь, я весь такой же есть, обувь тоже грязная после этих эндуро-покатушек. Короче, вот так, удивляю людей. Я танк, мне без разницы, стесняться нету. И вот, наконец, я добрался до базилика Нотр-Дам-де-ля-Гард. Красиво, величественно. Панорама Марселя просто огонь. Можно бы полюбоваться, да вот только меня кусают взглядами. Серьезно, каждый второй прохожий сверлит меня глазами, как будто я припарковался прямо на алтаре. Причем это не просто взгляды, это взгляд, что ты такое вообще. Кто-то смотрит с любопытством, кто-то хихикает, а кто-то на грани того, чтобы достать телефон и сделать со мной селфи. Что за ерунда, думаю я. Они что, мотопутешественников никогда не видели? Не видели человека в мотоэкипе? Ну да, выгляжу я слегка экстравагантно. Весь в пыли после оффроуда, штаны нелепые, на коленниках, платок на голове арабского стиля, борода. Да, возможно, мой образ слегка намекает на принадлежность к радикально пустынным движениям. Но, честное слово, платок от жары спасает лучше, чем кепка. И тут ко мне подходит старик. Вид у него такой, будто он сейчас спросит: «Ты с какой планеты?» Но вместо этого с явным подозрением выдает: «Where are you from, go? Why are you so dressed? And what are you doing here?» Я понимаю, что пора прояснить ситуацию,
пока на меня не вызвал он спецназ, и честно отвечаю ему: I'm a biker, a motorcycle traveler. И тут его лицо меняется. Видимо, его фантазия уже дорисовала меня с мотоциклом в пыли дорог, с ветром приключений за спиной. Он кивает, расслабляется, даже улыбается. Все, угроза миновала. Человечество поняло, что я не злодей, а просто парень, который любит путешествовать. И знаете что? Первое впечатление реально обманчиво. Да, встречают по одежке, но зато потом понимают: я не радикал, я просто грязный байкер с мечтой. После Нотр-Дам-де-ля-Гарда я решил действовать по проверенной схеме. Google Maps, покажи, что еще тут интересного есть. О, еще один собор. Кафедральный собор Ля-Мажор. Красивое название, фотографии внушительные, оценочки хорошие. Ну, раз уж я тут, почему бы не заехать? Приезжаю, да, выглядит монументально. Огромный собор, массивные колонны. Сочетание римско-византийского стиля с французским шиком. Построен еще в 19 веке и явно задумывался, чтобы впечатлять, ну или чтобы показать соседям, у кого собор покруче. Я медленно прогулялся вокруг, посмотрел на фасады, заглядывать внутрь не стал. Но вдруг я осознал: мне вообще это не интересно. Ну да, красиво, ну да, историческое место. Но что-то внутри меня не цепляло. Я не турист, я путешественник. Мне важны дороги, перевалы, проселочные тропы и вид на бескрайние просторы. А эти каменные стены, ну они просто каменные стены, что с них взять-то? В общем, зачаровался я в Марселе. Туристические места окей, неплохо там, все красиво смотрится. Потом хотел заехать в мечеть, намаз сделать туда-сюда. Поехал туда. Первое, что мне бросилось в глаза, это там вообще возле этой мечети, я не знаю, второй рынок, базар Махачкала. Такой базар, это шалить. И мечеть была закрыта в результате. Потом один араб подошел ко мне, говорит: не оставляй мотоцикл, здесь украдут. Теперь я понял, почему мечеть закрыта, потому что там настолько уровень преступности серьезный, что даже мечети закрывают. И там на куре бардак. Тут Северная Африка, но это там полностью Африка все собралась. Так что долго думать не пришлось. Сел на байк и дал в сторону Испании. План был прост. Ехать, пока не надоест, или пока не стемнеет. И, конечно же, первым сдалось солнце. Оно быстро опускалось за горизонт, обещая, что через полчаса дороги станут черной дырой. Пришлось искать место для ночевки. Гостиница не мой формат, дикий кемпинг тоже не вариант рядом с крупными городами и деревнями. И вот на обочине появляется знак «Кемпинг». Ну, кемпинг так кемпинг, подумал я. Заезжаю, нахожу место, ставлю палатку. Не самое живописное место, конечно, но зато есть душ и хоть какая-то цивилизация. День подошел к концу, и завтра, надеюсь, я доберусь уже в конце концов до Испании. Заехал на кемпинг-зону. Все равно не нравится мне, что-то мне кажется, что что-то не то с подшипником, поэтому сниму колесо и проверю подшипник. Мне кажется, оттуда это все-таки звук. Без понятия, но надо разобрать. После этого горной Франции, Италии, по-моему, я убил. Если даже убил, проблема следующая. Решить этот вопрос в кратчайшие сроки, чтобы я мог дальше ехать. Ну, посмотрим, если сегодня открою. Так-то люфтов нету у подшипника, у колеса. Никаких проблем нету, но мне звук, не знаю, либо от резины, просто я раньше не замечал ее, этот звук, и сейчас обратил внимание. Не знаю, может это самовнушение. Ну, в любом случае разберу, посмотрю, проверю. Несложно. Короче, попал я на серьезную движуху. Кайфуют здесь люди. Сейчас
монтирую видео, которое снимал полдня. Вообще я в целом решил для себя так. Полдня. Если я в 6 утра выезжаю, то до 2 часов я посещаю те места, которые мне интересны, да, так скажем, достопримечательности, исторические там какие-то места. А другие уже с 2 до 3 собираю манатки и сваливаю к месту ночевки. Ну, или к месту ночевки, то есть дальше по маршруту. Не останавливаюсь уже нигде. Иначе, если вот так на каждом моменте зацикливаться, на каждом городе, на каждой достопримечательности, вообще никуда не доеду я. Там мне и года не хватит, чтобы все это объехать. Слишком много всего. Короче, вот так я решил для себя, походу, как это с опытом приходит, да. Итак, мой 5-й день мотопутешествия сегодня начинается. Цель доехать до Средиземного моря со стороны Испании. Там есть такой маленький каблучок, так скажем, да, куда я хочу попасть. А затем уже от Средиземного моря через горы Пиренеи до океана. Конечно же, я не успею сегодня доехать до океана, но хотя бы начать маршрут уже в горах было бы неплохо. Я еду в сторону моря. Солнце только начинает окрашивать горизонт, но ветер уже полон сил. Гудит в шлеме и будто сопровождает меня в этом пути. Это 5-й день моего мотопутешествия. Подшипник переднего колеса в порядке, передний тормозной диск с ощутимым люфтом, но это не мешает продолжать мой путь. Моя цель – какой-то маяк, самая восточная точка Испании. Это символический рубеж, точка, откуда начнется мой путь через Пиренеи к Атлантическому океану. Дорога петляет вдоль побережья Средиземного моря, открывая то каменные склоны, то дикие бухты. Все вокруг наполнено покоем и светом. В такие моменты чувствуешь, как мир дышит, и ты движешься в такт с ним. Я добрался. Маяк стоит на скале, будто наблюдает за морем уже вечность. Ветер здесь особенно сильный. Он сбивает дыхание, но вместе с тем очищает мысли. Рядом со мной мотоцикл, мы вместе прошли этот путь. Еще одна цель достигнута. Здесь начинаешь лучше понимать, что такое путешествие, а особенно мотопутешествие. Это не просто маршрут, это способ жить. Когда у тебя нет границ, нет строгого плана, есть только направление и внутренняя решимость. Я всегда говорю, мне нужна не точка назначения, мне нужно лишь направление к ней, а мой железный конь справится со всем, чтобы встретиться на пути. Находясь здесь, на краю скал, у самого подножья маяка, я вдыхаю соленый ветер и позволяю взгляду скользить по бескрайним просторам Балиарского моря. Вода блестит под утренним солнцем, словно покрыта миллионами крошечных зеркал. Волны, перекатываясь у подножия утесов, поют свой вечный неспешный гимн. Где-то там, за линией горизонта, город Марсель, еще дальше остров Корсика и Сардиния, теплая, загадочная, а чуть южнее, за тонкой гранью, где небо сливается с водой, Африка. Я смотрю туда и чувствую, как внутри рождается тихое волнение, смесь вдохновления, мечты и бесконечной тяги к дороге. Здесь, на этом утесе, ты не просто наблюдаешь пейзаж, ты растворяешься в нем, и кажется, что все это не просто вид за горизонтом, а следующая глава, ждущая своего начала. В общем, я выехал на свой маршрут. Голубая точка, синяя точка. И вот это красный, это мой маршрут составляет до конца, до океана. Также у меня имеются другие маршруты здесь, которые по пути можно будет заскочить. Вот в районе Андорры я по-любому здесь поездю. Посмотрим, сколько это продлится по времени. Скорее всего, 3 ночевки будет это длиться всего, так как бездорожье невозможно ехать быстро. Посмотрим, что из этого выйдет.
Ну а дальше можно быстрее пойдет. Также у меня есть маршруты в Португалии уже выстроены. Конечно, я целую зиму готовил эти все маршруты. Так что план есть. Вот эта цена мне нравится за бенз. 1 евро почти 70. А то везде во Франции 2 евро. Самый дорогой, что я заправлял, это 2,30 было. Итак, после маяка я двинул в деревню затариться едой. Впереди были Пиренеи, а по маршруту деревни встречались примерно как оазисы в пустыне. Закупился по классике: вода, консервы, хлеб, что-то сладкое. Ведь топливо не только для байка нужно. Изначально хотел пройти весь маршрут по бездорожью, по красоте. Но реальность быстро подскользнула мои амбиции. Африка весит немало. Плюс баул, чувствовал себя трактористом на горной тропе. Самое стрёмное, когда едешь вот так и не знаешь, что там наверху. На этом песке тяжело на трекшн полностью отключать и газовать. После пары коротких участков понял, что до Андорры так не доеду, разве что к ноябрю. Решил чередовать. Немного оффроуда для души, немного асфальта, чтобы не сдохнуть. К вечеру все шло по классике жанра. Солнце падает, я устал, GPS чудит, а до ночевки еще километры. Плюнул, увидел кемпинг, заехал. 15 евро, недорого. Бассейн, душ, почти люкс, если закрыть глаза на все остальное. День был дикий, но свой кайф в этом был. Сейчас я прикол покажу, мощный прикол. Столько же я не видел еще штук этих. Посмотри, я весь в этих летающих дрянях, они на меня летят на свет. Фас. Блин, они еще и на камеру летят. Что это за штуки? Ночные бабочки. Блин, вот они настоящие ночные. Я теперь понял это выражение, ночные бабочки. Шаль. Вот они присосались, блин, я не знаю, что они там нашли. Блин, именно на меня, что за движуха? Атаковали. Выключаем свет резко в палатку, и больше я не хочу выходить. Ой, блин.